Друзья, всем привет! Вы смотрите и слушаете «Русское радиошоу», подкасты и видео для тех, кто изучает русский язык. Я Сергей, ваш учитель русского языка и радиоведущий. Это Мартин, вы его прекрасно знаете, и я с большим удовольствием представляю вам своего друга и коллегу. Это Артур, привет! Привет, всем привет, меня зовут Артур. Друзья, этот выпуск предназначен для студентов, чей уровень примерно B1, B2. Мы будем говорить, может быть, чуть-чуть медленнее, чем обычно, но если ваш уровень выше C1, C2, я думаю, вам тоже будет интересно и полезно посмотреть это видео или послушать подкаст, если вы слушаете нас на какой-нибудь платформе. Вы можете включить субтитры на русском или на любом другом языке, и также вы можете скачать PDF-файл с полной транскрипцией к этому выпуску. Артур, извини, есть такая информация, которую я должен донести в начале каждого выпуска до наших студентов. Отлично. В этом году 20 лет, как я уехал из России. И Артур тоже не живет в России. Мы поговорим о его бэкграунде, его биографии. И сегодняшняя тема нашего выпуска – что изменилось в нас после того, как мы переехали в другую страну, когда мы уехали из России. Будем говорить и о хорошем, и о плохом. Договорились? Да. Русское радиошоу. Кстати, друзья, маленький спойлер. Многие мои студенты жалуются, что не могут найти время для урока со мной, потому что у меня много студентов. Маленький спойлер. Есть еще один человек, мой коллега, который может стать вашим учителем, но об этом позже. Так, Артур, расскажи немножко о себе. Где ты родился? Родился я очень-очень далеко от Испании, от тех мест, где мы сейчас находимся. Я родился на Сахалине. На Сахалине. Вы знаете, где находится Сахалин? Это большой длинный остров, который находится около Японии. Угу. То есть, соответственно, на другом конце земли. И жил я там с перерывами, то есть не все время, до 16 лет. И когда тебе было 16 лет, ты переехал в Москву? Я переехал в Москву и начал жить в Москве, где я жил до 2022 года. Получается, что почти половину жизни ты прожил в Москве. Да, получается так. Да, практически половину жизни я прожил в Москве. И основные годы учебы, становления меня как человека, первые мои работы были в Москве. Отлично. И в 2022 году так сложились звезды. Мы, не сговариваясь, хотя мы дружили уже на тот момент, мы встречаемся в Барселоне. И первый год после нашего переезда в Барселону мы живем как студенты в одной квартире. Если вы знаете сериал «Друзья», знаменитый американский сериал, это было что-то похожее на этот сериал. Сразу чувствуется, что у нас есть небольшая разница в возрасте. У меня первая ассоциация – это французский сериал «Элен и ребята». Был такой сериал, там тоже они жили в таком общежитии, можно сказать. У нас даже был такой же большой диван, как из этих сериалов. И у французов, и у американцев был большой диван в большой комнате, где они собирались по вечерам. И так проходила наша студенческая бытность в первый год в Барселоне. Да. И, кстати, Артур был практически свидетелем того, как я работаю, как я провожу уроки, за стеной слушал, как я общаюсь со студентами и так далее. Да, это правда. Слушай, ну ты тоже студент, потому что когда мы переехали, мы все активно начали изучать испанский язык, ты начал изучать еще и каталанский язык. Ты знаешь, как работает эта система и со стороны учителя, скажем так, и со стороны студента. Да. Как тебе кажется, вот то, что ты в том числе являешься студентом, это является преимуществом для тебя, как для учителя? Это помогает тебе работать со студентами? Безусловно, потому что ты знаешь те слабые стороны себя как студента, которые ты хотел бы, возможно, каким-то образом улучшить. И, опять же, важно понимать, что преподаватели, которые работают в больших школах, это поток. И для них это один большой живой организм, в который они, конечно, хотят вложить знания, но все равно есть определенная нехватка индивидуального подхода. Тьютор
и студент. И вот, наверное, мне, как студенту больших потоков, не хватало вот этого индивидуального подхода. Да. Я могу сказать, что у нас есть подруги, это Джудит и Ольга, которые, собственно, родились здесь, они местные, и мне очень нравится, как Артур всегда во время наших встреч объясняет им какую-то грамматику, какую-то лексику с таким воодушевлением, чтобы они поняли. Поэтому это очень хорошее качество для учителя. Хорошо, но мы возвращаемся к теме нашего подкаста. Итак, безусловно, переезд в другую страну меняет нас как людей. Первое, что в тебе изменилось за 3 года проживания вне России в Испании? Самое первое вообще наблюдение, наверное, на которое я обратил внимание, я был жителем очень большого города. Думаю, твои слушатели знают про существование Москвы, насколько это громадный и быстрый, ритмичный город, в котором норма до какой-либо встречи выйти из дома за 2 часа. Для меня теперь это звучит как сон. То есть я могу выйти до какой-либо встречи за полчаса. Моя пунктуальность стала страдать, но, наверное, это связано с неким ритмом жизни в Барселоне. Мне не нужно иметь в запасе, в отличие от Москвы, 2 часа, чтобы добраться до какой-то точки, а потом еще вернуться назад уставшим. И вот этот ритм города, вот эта дорога в Москве, она очень сильно забирает силы. А почему это занимает так много времени? Это пробки или метро как-то работает? Или просто большой город? Первый фактор – это, конечно, величина Москвы. Москва очень большой город. Население Москвы с ее пригородами в районе 20 миллионов человек. Это как целая страна фактически. Трафик – это пробки, это бесконечные пробки. И это… Нет, метро в Москве работает вполне адекватно, но, опять же, его размеры таковы. Я к тебе сейчас ехал из своей локации на протяжении 25 минут, и я практически пересек полгорода, практически весь город. В Москве этого времени было бы достаточно просто где-то в центре. Я помню, что несколько лет назад, когда я прилетел в Москву, и когда самолет заходил на посадку, садился, мы пролетали над каким-то там транспортным кольцом. Очередным. И мы видели просто машины стоят, как, не знаю, как в Лос-Анджелесе. Помнишь фильм «Ла Ла Ленд»? Вот в начале там пробка. И пилот сказал: дамы и господа, мы совершаем посадку в аэропорту Домодедово или Внуково. И как вы видите, чтобы добраться до центра Москвы, лучше выбирать Аэроэкспресс. То есть он намекнул, что на такси лучше не ехать. Да, дорога в центр города займет у вас больше, чем перелет оттуда, откуда вы прилетели. Хорошо, значит, первое, все стало как-то спокойнее, дорога не занимает так много времени, а это как-то отразилось на твоей пунктуальности. Я стал чуть менее пунктуальным. У меня всегда была немецкая пунктуальность. У меня тоже. Есть обратная сторона медали этого состояния спокойствия. Это отсутствие пунктуальности. Но важно учесть, что это относится практически ко всему населению, окружающему нас. И если мы получаем сообщение о том, что встречаемся в 5, в голове я всегда держу, что где-то к 6, к 5:30 будет самое оно прийти. Звучит ужасно, но так живет наш город. Теперь. Да. Но есть одна сфера, в которой я не опаздываю, это работа. Это уроки, уроки, все по расписанию, никаких опозданий. Это относится только к каким-то неделовым встречам, то есть встречи друзей, прийти на ужин вместе друг к другу. То есть все, что касается деловых контактов, подразумевает все-таки пунктуальность. Да. Слушай, говорят, что Москва — это достаточно агрессивный город, и он, безусловно, очень удобен для жизни. Там комфортно жить, там хорошая инфраструктура, об этом мы поговорим. А в плане атмосферы в городе, есть у тебя ощущение, что все-таки в Барселоне как-то более спокойно, все более расслаблено, люди, может быть, менее агрессивны? Или это стереотип, что Москва такая агрессивная? Я не сказал бы, что это стереотип. Это, возможно, опять же, связано с ритмом города, потому что любой очень большой мегаполис, которому еще свойственны определенные перемены климата, которые не будут тебя радовать на протяжении полугода солнцем, например, им свойственна некая повышенная агрессивность в среде. То есть ты думаешь, это в том числе из-за климата?
Это связка климата, величины города, желание в этом городе проявиться, очень большая конкуренция. Я думаю, такая вещь свойственна не только Москве, но и Нью-Йорку, Лондону и другим мегаполисам, очень большим городам, население которых свыше 10, например, миллионов человек, где высочайшая конкуренция за каждое место под солнцем. Это правда. И если говорить о людях, то вот того вайба спокойствия, которое есть в Барселоне, в Москве его нет. Его нет. Видишь, я не жил там, я всегда приезжал в качестве туриста, поэтому мне, наоборот, казалось, что все так спокойно, можно гулять по центру города. Это правда, это правда. Город, будучи гостем Москвы, ты, скорее всего, ощутишь приятный европейский мегаполис с хорошими улицами, ресторанами и прочим. Но это сторона медали тебя как туриста. Есть оборотная сторона жителя города. И вот я, будучи здесь, в Барселоне, уже не туристом, а жителем города, понял, что я не утратил этот вайб спокойствия и какого-то такого средиземноморского счастья. Вот. Поговорим как раз-таки об инфраструктуре. Многие люди, которые уехали из Москвы по разным причинам в какие-то европейские города, жалуются на то, что в Европе и во многих других странах нельзя заказать суши в 2 часа ночи, нельзя пойти к стоматологу в 5 часов утра, потому что жители Москвы избалованы в этом смысле. Я не знаю, как сейчас, но, в принципе, вы могли и, наверное, можете получить любую услугу. Они могут. Они могут. Хорошая ремарка. В любое время. И многие не могут понять, почему в Европе не так. У тебя нет, я называю это синдром фантомной Москвы. У тебя нет этого синдрома фантомной Москвы? Нет, и более того, у меня его изначально не было, если ты помнишь, когда мы жили год с тобой. У меня нет потребности в 2 часа ночи съесть суши или в 2 часа ночи вывести пятно на джинсах, например. Я дождусь утра. Да. Когда откроется химчистка. Да. Я этот синдром фантомной боли, наверное, где-то могу понять, почему он у людей развился, да, их избаловали этим сервисом. Но я понимаю жителей этого города, которые не хотят в 2 часа ночи кому-то делать суши, либо выводить пятна. Они хотят вечером встретиться с семьей, при хорошей погоде прийти на пляж, выпить бокал сангрии, вина, кавы и также провести это время для себя. Я тоже в этом не вижу проблемы, и многие жалуются, что в воскресенье закрыты все супермаркеты. Я всегда спрашиваю, что вам мешает купить продукты в субботу? Тем более, давай будем честны. Да. В Барселоне тысячи супермаркетов, которые работают в воскресенье. В воскресенье, абсолютно. Просто верно. они могут отличаться меньшим ассортиментом товаров, которые в них есть. Все. Следующее. Когда я был туристом в Москве, я видел очень много красивых, стильных людей, особенно в центре Москвы. И некоторые говорят, что, например, в Европе люди как-то менее серьезно к этому относятся. Что-то в тебе поменялось в этом смысле? Я, например, замечаю, что я реально все чаще начинаю выходить на улицу в спортивном костюме, в шортах, иногда даже с немытой головой в тапочках. Да. Я, кстати, перед выпуском помыл голову, поэтому она у меня еще чуть-чуть мокрая. Извините за мой внешний вид. Как изменилось твое отношение к своему внешнему виду? Ты был свидетелем нашего шкафа с вещами, увезенными из Москвы. Да, я сейчас вспоминаю, что у вас был шкаф, и там было немного вещей. И сейчас их стало еще в 2 раза меньше. Соответственно, чтобы ты понимал, это пара джинсов, это шорты, это несколько футболок и такой какой-нибудь свитер и куртка на случай какого-то дождя. Все. То есть минимализм. Да, у меня пропал вот этот синдром шопоголика, желание купить много обуви, много одежды. Я даже не понимаю, откуда это было. Я не думаю, что в этом виновата Москва, хотя, может быть, окружение дает какой-то эффект. Но действительно здесь наблюдаешь, что тебе не так много вещей нужно для жизни. Да. Я не могу сказать, что это какой-то гимн минимализму, и я не потребляю чего-то, нет, но 2 джинс, 4 футболок, пары обуви мне вполне достаточно теперь. Я еще думаю о том, что вот, анализируя, как меня изменила Барселона, чуть не сказал, меня изменила Москва, меня изменила Барселона, я реально стал спокойнее. Да. Да? И нет какого-то
Извините, Мартин пукнул. У нас просто мем, да. Я рассказываю вам под ароматы. Мартин, спасибо тебе. Мы все любим Мартина. Так, я потерял мысль. Я стал спокойнее. Да. Я стал спокойнее, потому что я родился в Калининграде, потом жил в Литве. Но все равно, даже из-за вот нынешней политической ситуации, такой фон немножко влияет. Здесь как-то этого фона меньше. Согласен? Я согласен. Более того, испанцы не любят тратить время на вот этот информационный фон, который их непосредственно... Это может звучать как какое-то слабое решение, но я считаю, что полезнее для себя не переживать по тем вопросам, на которые ты не можешь повлиять. Если ты можешь на это повлиять, действуй. Если не можешь, живи свою жизнь. Ты, кстати, слышишь, что в Барселоне очень много русской речи. Да, это правда. Очень много русской речи, есть украинцы, которые говорят Да. по-русски, я слышу это, потому что определенный акцент. И, кстати, дорогие друзья, может быть, я рассказывал в каком-то выпуске, что в языковых школах сейчас очень много студентов, изучающих русский язык, и в основном это молодые испанцы. Почему? Потому что приехали красавицы из Беларуси, России, Украины, голубоглазые блондинки. И красавцы тоже приехали. Да, и поэтому очень многие парочки уже появились в Барселоне, и поэтому многие люди хотят начать изучать русский язык. Это правда. Если вы хотите изучать русский язык с Артуром, то, дорогие друзья, под этим видео в описании к этому подкасту будут все контакты. Особенно я обращаюсь к студентам, которые не могут найти время свободное у меня, потому что я один, а студентов много. Вот есть прекрасный учитель, который такой же крутой, как я. Это не скромно звучит. Такой же крутой, как Мартин. Такой же обаятельный, да. Если вы хотите разговорный урок или грамматический урок, то вы можете обращаться к Артуру, и я уверен, что вы получите огромное удовольствие и большую пользу. Спасибо тебе, Сереж. Всегда, пожалуйста, если у вас будут вопросы, вы можете писать. Мы с удовольствием ответим. И если вы хотите, чтобы я еще один раз или много-много раз еще пригласил Артура, напишите, пожалуйста. Обязательно. На сегодня все. Так быстро пролетело время. Время пролетело очень быстро. Подписывайтесь на Русское радиошоу, скачивайте PDF с транскрипцией, заказывайте уроки с Артуром. И до встречи в следующем выпуске. Пока! Пока-пока!